Заказывала я штатив на Amazon. Ссылка именно на эту модель будет внизу под этим видео в описании. Первые 100 000 человек подписались на мои уроки по вязанию, когда я снимала все видео на стопке из книг. Потом муж мне подарил Whalebone, с которым я сняла еще сотни видео мастер-классов. Вот если их сравнить, этот Whalebone малыш совсем. Теперь мне стало в 100 раз приятнее снимать. Наконец-то у меня появился высокий, крепкий штатив, который я давно хотела. Планирую впереди много съемок. Я хочу обеспечить стабильность и также делать разные ракурсы в своих видео. Поэтому выбрала именно этот штатив. Цены на штативы бывают разные, от 20 до 200 и выше долларов. И я решила, что выберу самый крепкий, качественный штатив по рентабельной для меня цене. А остальные деньги я лучше подумала вложу в пряжу и свяжу себе черный мохеровый. Попозже его вам покажу. Я сохранила свои деньги и купила вот такую модель Jolican MH1. Друзья, это не реклама, это обзор товара, который мне нравится. Это я его сама купила и хочу поделиться, потому что он классный, и все, кто хочет снимать, этот штатив вам 100% подойдет. Этот штатив подходит для всех камер и для всех телефонов с прикрепленной быстросъемной пластиной и держателем для телефона. Две пластины и вот такой держатель для телефона. Покажу, как крепится пластина, потому что я с первого раза не поняла. Например, вы хотите снимать на телефон. Берете вот этот держатель, снизу вставляете пластину. Хорошо, когда есть вот эта черненькая, тут пластиковая такая кнопочка, которая нажимается, вниз вдавливается. Она помогает более стабильно держать телефон. Вставляете вот так сюда, в резьбу. А дальше я пробовала, крутила вот этот держатель сверху, вот так и закручивала. Но надо не так. Вот так снизу, вот, поднимаете такую петельку и начинаете ее поворачивать по часовой стрелке. В нужном положении держатель. И до упора затягиваете эту петлю снизу и прячьте ее вот так. Да, вот так кладете. Теперь можно ставить. Вставляем штатив и закрываем. Держатель для телефона, ставите свой телефон и проводите прямые эфиры. Такие толстые алюминиевые ножки, которые обеспечивают устойчивость и на неровных поверхностях. 4 килограмма весит штатив. И что больше всего мне нравится, он имеет диапазон высоты от 53 сантиметров до 183. То есть это выше меня, и это очень круто лично для меня. Я давно хотела штатив выше меня. Поставляется с качественным футляром для переноски. Посмотрите. Вот такой материал этого чехла. Вот такой ремень. И хорошая крепкая змейка. На самом штативе есть крепкая ручка. Как вы поняли, в нем стандартное винтовое крепление, которое поддерживает и камеру, и телефон, и проектор, и кольцевую подсветку. На эту пластину вы прикручиваете все, что вам нужно. Есть трехсторонняя панорамная головка, вращение на 360 градусов. Смотрите, как поворачивается, очень легко, не скрипит. То есть этот штатив вам может обеспечить идеальный нужный угол съемки. На камеру поднять, направить вверх и вниз. Я, когда снимаю мастер-классы, вот в таком положении ставлю камеру. Фишка этого штатива, которая мне очень понравилась, вот этот болтик крутите, поднимаете, смотрите, что мы достаем. Селфи-палка. Вот такая палка, берете с собой и снимаете. Регулируете ее длину. Она, вот смотрите, какая длинная. Такая палка подойдет, если вы хотите снимать на телефон. Я на камеру не планирую снимать на этой палке, так как камера тяжелая, и думаю, она немножко так будет как бы прогибаться, чуть-чуть перевешивать. Хотя если укоротить вот так, то будет как раз отлично. Или вот так. Штатив очень удобный для проведения онлайн-встреч, прямых трансляций, которые я хочу делать. Также для проведения мастер-майндов, съемок влогов и, конечно же, моих любимых мастер-классов. Я даже могу снимать свои фитнес-тренировки на улице или у себя дома. Не скользит по полу, потому что на ножках есть вот такие резиновые антискользящие ножки маленькие. И что мне тоже нравится, здесь есть встроенный пузырьковый уровень. То есть вот такая маленькая зеленая штучка, там
пузырек воздуха внутри и колечко. Он нужен для того, чтобы ваши снимки были идеально выровнены даже при съемке на склоне. Я ставлю штатив, смотрю, чтобы этот пузырек был в центре и знаю, что камера снимает ровно. А это крюк, на который я люблю что-то повесить. Amazon доставляет товары в разные страны, и доставка может быть абсолютно бесплатной, что очень удобно для меня и чем я люблю пользоваться бесплатной доставкой. Ссылка именно на эту модель будет внизу под этим видео в описании. Конечно же, у этого бренда есть разные штативы, разная ценовая категория. Я решила сохранить свои деньги, выбрать самый рентабельный штатив именно для меня, ведь я предпочитаю пряжу. Друзья, я, конечно же, ценю ваше доверие ко мне и рекомендую этот штатив от всего сердца. И поверьте, вы не будете разочарованы этим штативом. Если вы печете торты, шьете, делаете макияж или вяжете, как я, и у вас еще нет штатива, или вы хотите купить какой-то новый, то этот все, что нужно. Идеальный штатив за 29 баксов, а еще дешевле его можно купить в Prime Day. Это что-то наподобие как Черная пятница, когда большие скидки на Амазоне. Если на него будет скидка, то вы получите еще дешевле. Я всегда радуюсь, когда покупаю что-то, что помогает мне заниматься вязанием. И надеюсь, вы также будете рады такому подарочку себе. Друзья, у нас на канале теплая атмосфера. Пожалуйста, пишите свои комментарии внизу под видео. Расскажите, чем вы занимаетесь, какую технику используете, какие штативы. Мне это интересно почитать, так как я хочу еще что-то приобретать для развития своего канала. Может, вы используете какие-то аксессуары для камеры или что-то еще, чего я еще даже не видела и о чем не знаю. А еще вы спрашивали, где я беру музыку для своих видео, и в следующих видео я вам расскажу об этом. Подписывайтесь на канал. Желаю вам всем благословений. Шлю вам всем сердечки, мои ангелы.